5 июля 2025 года 8 стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных добровольных сокращениях добычи в апреле и ноябре 2023 года, а именно Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман, провели виртуальную встречу, чтобы обсудить ситуацию на мировом рынке и перспективы. Давайте соответствующую цитату сейчас прочитаем и обсудим. Учитывая стабильные перспективы мировой экономики и текущее состояние рынка, характеризующееся низкими запасами нефти, а также в соответствии с решением, принятым 5 декабря 2024 года до вступления в должность президента Соединенных Штатов, это важно для нашего разговора, о постепенном и гибком возвращении к добровольной корректировке в размере 2,2 миллиона баррелей в сутки, начиная с 1 апреля 2025 года, 8 стран-участниц в августе 2025 года скорректируют добычу на 548 тысяч баррелей в сутки по сравнению с уровнем добычи, установленным на июль 2025 года. Это эквивалентно 4 ежемесячным повышением, как указано в таблице ниже. Таблицу мы сейчас покажем. Постепенное повышение может быть приостановлено или отменено в зависимости от изменения рыночных условий. Такая гибкость позволит группе продолжать поддерживать стабильность на нефтяном рынке. Почему такая долгая цитата? Почему настолько вот прям долго зачитываем? Зачем? Затем, что по какой-то необъяснимой причине чаще всего уважаемые издания цитируют Bloomberg, Reuters, хотя есть непосредственно сообщение самого ОПЕК. Можно зайти и посмотреть, что ОПЕК думает по поводу причин повышения ускоренного и как ОПЕК относится к перспективам, а что, если будет избыток предложения? Ну вот, пожалуйста, если будет избыток предложения или прочие неприятности, скорректируют, а может даже прекратят повышение. На всякий случай, речь идет не о самой сделке ОПЕК+, это те страны, которые брали добровольно поверх всех соглашений обязательство еще снизить объем добычи, вот они восьмером ее восстанавливают. Сделки ОПЕК+, как таковой, это не касается. То, что было добровольное обязательство, их постепенно отменяют. И что за таблица? Там же была таблица ниже. Давайте на эту таблицу посмотрим, а потом пожалуемся. Почему бы не пожаловаться лишний раз? Собственно говоря, в этой таблице отображено, сколько каждая из вот этих 8 стран, входящих в соглашение ОПЕК+, сколько каждая из этих стран сможет добывать в августе 2025 года. А без контекста, разумеется, эта таблица, непонятная, прямо скажем. То есть спасибо ОПЕК, еще раз выразим нашу благодарность, что они начали публиковать таблицы, а то, знаете, сообщение. Мы вот настолько увеличим, но если относительно таких-то показателей такого-то года, но если относительно сяких-то показателей такого-то года, то настолько. И я не утрирую сейчас. Точнее как, утрирую, но немного. Потому что, ряд сообщений ОПЕК+ вызывал фрустрацию в мировом сообществе, потому что было вообще непонятно, насколько физически вы будете увеличивать добычу. Тут, пожалуйста, вот табличка, вот мы до таких показателей таблицу увеличим добычу. Было бы неплохо, правда, писать, со скольки вы будете увеличивать, каждая из стран. Но зато нам сказали, что вот на 548 тысяч баррелей, поэтому сиди, дорогой друг, считай сам. Хорошо. Мы взяли табличку побольше. Есть у ОПЕК табличка побольше, и вот давайте через эту табличку добавим контекст. Почему это мы в мае 2026 года находимся? А потому что решение ОПЕК+ по августу эквивалентно показателям мая 2026 года, которых предполагалось достичь в рамках того соглашения, которое было подписано в декабре 2024. С 1 апреля мы начинаем повышение, как сообщили ОПЕК. И динамика повышения добычи должна была привести к тому, что те показатели, которые теперь планируется достичь в августе, должны были достичь в мае 2026 года. Ускорение, углубление. Гласность. Углубление. Ускорение, гласность. Неплохо. Или плохо. Мы пока не знаем. Но Брент сейчас стоит $68.30 за баррель. В пятницу стоил. Если он в пятницу стоил, он и сейчас столько стоит, я прошу заметить. Если торги не ведутся, он и сейчас стоит столько. Другое дело, что его купить сейчас нельзя. Извините. А стоит он столько. Что будет в понедельник? У меня есть предположение. Предположение, что перенос этой виртуальной встречи связан не с тем, что нас не любят. Разлюбили они нашу программу, перестали к ее выходу публиковать все эти данные.
либо дают нам поразмышлять, кстати, это приятная версия, либо все-таки страны ОПЕК+ решили дать некоторый временной лаг, чтобы рынок успокоился, чтобы пока не ведутся торги, а в субботу и воскресенье торги не ведутся, все как-то осмыслили это решение, примирились с ним, обсудили, выдохнули, и реакция в понедельник была бы минимальной. Абсолютно логично. Суббота, воскресенье, чтобы господа брокеры, дилеры покушали шашлыков, отдохнули на природе и с новыми силами. С новыми силами, собственно, можем вспомнить, когда тут некоторые 12-дневные войны происходили. Там тоже, знаете, с субботы на воскресенье некоторые страны наносили удары, а потом такие, вот видите, реакции рынка нет, очень хорошо. Очень хорошо. Мы удар нанесли, а все уже успели успокоиться. Возможно, такая же логика. Я могу только предполагать. Но давайте мы поговорим о контексте мировом. Сегодня будет Bloomberg, сегодня даже немножко Трамп пробежит где-то, так тык-дым. Правда, сегодня будет и самая неинтересная тема, именно российский рынок. Что делать? Знаете, мы как-то не можем совсем уж его игнорировать. Если что, это жгучая ирония. Так вот, согласно исследованию Bloomberg, Абу-Даби показал второй по величине прирост, увеличив добычу на 90 тысяч баррелей в день до в среднем 3,4 миллионов баррелей в сутки. Ирак увеличил добычу на 30 тысяч баррелей в день до 4,21 миллиона баррелей. Давайте посмотрим на список, который позволит нам добавить контекста к тому, что я сейчас зачитал, и к вот этим исследованиям. Собственно, Forbes. Страны ОПЕК+ в мае увеличили производство на 200 тысяч баррелей в сутки до 35,73 миллиона баррелей в сутки. Но это было на 50 тысяч баррелей в сутки ниже плана. Reuters. Добыча нефти ОПЕК в мае выросла меньше, чем планировалось. Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты увеличили добычу меньше, чем было разрешено. Bloomberg. По данным Bloomberg, ОАЭ и Ирак добывают значительно больше, чем предусмотрено их квотами на июнь в рамках ОПЕК+. Но, по собственным оценкам картеля, они добывают в целом в соответствии со своими обязательствами. Кроме объективных данных, то есть... Мы их наблюдаем. Reuters. ОАЭ увеличила добычу меньше, Bloomberg. ОАЭ увеличила добычу значительно больше. Нет, тут еще веселее. Так как мы не только в некой объективной действительности существуем, где, знаете, как Адам Смит завещал, вот спрос, вот предложение, вот они встретились, какой-то результат появился, там цена образовалась. Мы с вами существуем еще и в информационном пространстве. Мы с Борисом так вообще, вот буквально с вами сейчас через это информационное пространство общаемся. Так вот, в этом информационном пространстве очень интересно интерпретируются решения ОПЕК+. Интерпретируются они следующим образом. Вот, пожалуйста, в мае, по итогам мая, уважаемые издания сообщают, да, ОПЕК+, конечно, увеличивали добычу, но у них получилось меньше, чем они предполагали. А дальше начинается гадание. Может быть, это связано с тем, что страны ОПЕК+, которые перепроизвели нефть, сейчас ее недопроизводят. То есть им разрешили столько, они производят столько, это потому, что они долги отдают. Это первая версия. Вторая версия. А у них просто не получается. А вот не получилось у них увеличить добычу. Вот они нас пугали, не вышло у них. Приходит июль. И по итогам июня пишут, а вы знаете, вы не смотрите, что ОПЕК говорит, что добывают столько, сколько обещали. Вот мы посчитали. Они добывают больше. Больше, чем вообще предполагалось. Кому верить? Куда бежать? И главное, зачем вот эти вбросы? А затем, что ОПЕК+ потеряли самое главное. Они потеряли инициативу на поле боя. А в информационном пространстве ведется настоящая война прогнозов. Война за рынок, в рамках которой ОПЕК, с вот этими размеренными формулировками, что мы тут посмотрели. Рынку хорошо, у рынка все в порядке. Если что, мы скорректируем. Но вот пока мы решили увеличить вот так. Потому что почему? Потому что, смотрите, коммерческие запасы нефти находятся на минимальных уровнях. Надо было добавить за последние 5 лет. Но это, господи, зачем? Вы же почитали, пожалуйста, наше мнение разнесите. Нет, не ваше мнение разнесут. Bloomberg мнение разнесут, Reuters мнение разнесут, Forbes мнение разнесут и прочих. И почему-то всегда мимо ваших интересов. Что характерно, новости разносят те издания, которые не допущены на заседание ОПЕК и ОПЕК+. Где они эти новости берут, что они несут? Только они знают.
Это источники, знакомые с информацией. Более того, вот исследования, мне очень нравится, люди, видимо, пользуются как-то некритически некоторыми переводчиками, они видят там одно слово, которое, первое значение которого опрос. И вот у нас периодически новости, ну, у нас главный ньюсмейкер — это Bloomberg, если вдруг кто не знает. У нас вот главный ньюсмейкер — это не Владимир Путин, это не там правительство Российской Федерации. Bloomberg. Вот Bloomberg цитируют все. Вот что Bloomberg не напишет, вот Bloomberg просто, знаете, как эти... Ты слышишь нас? Вы слышите меня, бандерлоги, говорит Bloomberg. Мы слышим тебя, К. Ну, вот как-то так. И Bloomberg цитируется не критически, а так как у них там написано по нашему... На русский это надо переводить исследованию. Ну, там слово есть такое, оно и опрос, и исследование. Но опрос не такой вот, Борис, как думаете, сколько там добыли нефти? Нет. Это исследование. Они взяли какие-то данные, сели, посчитали, у них получилось, что на 50 тысяч баррелей кто-то больше добывал. Как получилось, почему? И почему эти 50 тысяч баррелей – это статистическая погрешность? Ну, как бы, если вы ответственно подходите, вы должны написать, что 1-2% – это статистическая погрешность, эти 50 тысяч баррелей – это как раз-таки 1-2% от вот этой добычи. Ну, извините, подвиньтесь, наверное, это статистическая погрешность. Мы немножко ошиблись. Не-не-не, смотрите. Они добывают больше. Когда он заряжает пушку. Зачем? Ну, и у нас вот это вот цитируют. Что вот, смотрите, они, Bloomberg сам, лично, кстати, посидел, посчитал, получилось больше. При общем объеме добычи странами ОПЕК плюс около 30 миллионов баррелей в сутки, вот эти 50 тысяч, конечно, результат огромных исследовательских работ. Как они успевают за месяц посчитать, просто вот завидую. Молодцы. Это не про процент, это про какие-то доли процентов, которые должны на что-то влиять. Они должны на что-то влиять. Но вот люди посчитали, перепроизвели. Кстати, какой вывод мы из этого должны сделать? Что избыток предложения на рынке? Да, точно, мы должны сделать именно этот вывод, что на рынке избыток предложений, который провоцируется ОПЕК, которые хотят сохранить свою долю, кстати, вообще абсолютно, это вот незаконно, мне кажется. Вот когда Соединенные Штаты хотят свою долю не только сохранить, но и умножить, это правильно, это очень хорошо. Если ОПЕК что-то такое хочет сделать, это сразу запретить. Вот. И тут проблема в том, что все цитируют именно вот этот тезис, который говорит о том, что, ребят, они это делают, ОПЕК в смысле, ОПЕК плюс делает, чтобы был избыток предложения. Они обваливают цены. Ну, вы же понимаете, цены должны идти вниз. Более того, внутри ОПЕК плюс разброд и шатание, никто не знает, кто сколько добывает, говорят, одно добывает другое. Поэтому вот сделка ОПЕК плюс со дня на день просто накажет долго жить. Нет, сейчас, кстати, веселее всего читать размышления на тему того, что это Саудовская Аравия всех заставила увеличить добычу, согласиться на это увеличение. Потому что, куда увеличивать добычу? Да, Управление энергетической информации при Минэнерго США пишет, что коммерческие запасы нефти находятся на минимальном уровне за последние 5 лет. И что? И что? Да, эти данные говорят о том, что, есть повышенный спрос. Есть сезонный рост спроса. И что? А мы все равно считаем, что будет избыток предложения. Поэтому решение ОПЕК плюс не мотивировано. Это какое-то безумие. Это Саудовская Аравия всех заставила. Россию тоже. Только Россия тоже увеличивает добычу. Я помню, не так давно Саудовская Аравия наказывала Казахстан за добычу 20 тысяч. Я, кстати, удивлен, почему про Казахстан забыли. Кстати, про Казахстан пишут, что они на 400 тысяч баррелей больше добывают, чем должны. Это прям здорово. Я сейчас поясню, почему это здорово. Сейчас А можно еще раз табличку показать на август, которая... Вот у нас там первая табличка. Да-да-да. Одна вот эта вот маленькая первая табличка. Просто Казахстан может добывать 1,5 миллиона баррелей в сутки. 400 тысяч лишних на этом фоне. Это прям, практически 20%. Да ближе к 30. Мы 20% от того, что они добывают физически тогда. То есть они добывают фактически по 2 миллиона баррелей. Угу. При этом у Казахстана, как мы знаем, благодаря действиям одной рядом располагающейся страны иногда возникали проблемы с поставками нефти. Куда они ее добывают? Куда они ее поставляют? Почему КТК, прерывание поставок по КТК никак не сказалось на этих показателях? Знаете, загадки, еще раз загадки. Но многомудрый Bloomberg... Сегодня я обещал, будет много Блумберга, его все любят, поэтому так. Сообщает нам следующее.
В этом году Индия импортировала 80% российской нефти, перевозимой морским транспортом. При этом только 2 частных нефтеперерабатывающих завода страны закупают большую часть нефти по сниженным ценам. А, мол, на всю остальную нефть скидки сокращаются. Давайте соответствующий график посмотрим. Если вы только что к нам подключились, вот первый раз нас смотрите, у нас в программе постоянно таблицы, графики, обожаем это дело. Это Bloomberg, это не мы, это Bloomberg. Обратите внимание, это 3 крупнейших поставщика нефти в Индию. Но я думаю, многие из вас читали новости, что Индия отказывается от российской нефти. Многие? Признайтесь. А многие из вас слышали, что Соединенные Штаты замещают Россию, вытесняют Россию с индийского рынка. А еще многие слышали, что Россия продает в Индию практически за бесценок, и вывести то, что получила, деньги, которые получает, вывести не может. Те же издания потом говорят, может, выводит в таких-то валютах, но это уже не важно. Все запомнили, у нас же их цитируют, они же ньюсмейкеры настоящие, а не то, что знаете, там правительство, президент, кто эти вообще люди? Bloomberg, да, это авторитет. Так вот, Bloomberg нам сообщает, я сообщаю тем, кто вдруг пропустил, что конкуренция сокращает скидки на российские баррели для Индии. То есть, если, правда, мы присмотримся в целом к этому графику, который в подтверждение своих слов приводится в статье Bloomberg, это прям свежая-свежая статья, то мы с удивлением с вами должны заметить, что российская нефть вообще-то всю дорогу стоила, примерно столько же, сколько нефть из Ирака. Нет, конечно, были отдельные моменты, пожалуйста, в первой половине 23-го года, да как бы и все. Черненькая, если что, если кто не заметил, это цена российской нефти. А желтенькая – это цена иракской нефти. Предлагаю черный график назвать серым, потому что импорт идет на серых танкерах. Нет, все нормально. Это теневой флот. А тень, она темная, поэтому все, черный, все. Я, правда, не понял, как они 80% посчитали. Я предполагаю, что они 80% берут именно нефть, без учета нефтепродуктов, которые тоже у нас там перемещаются. В общем, 80%. Так вот этот график как бы прозрачно нам намекает, что наша нефть, оказывается, стоит примерно столько же, сколько стоит иракская нефть. О чем в таком случае, уважаемые господа из Блумберга, говорят постоянно? Про какие скидки сокращаются? Что вы несете? Опять же, это не то, что мы придумали, это мы смотрим на график. Вы же тоже видите этот график, правильно? Видимо, на Ирак тоже кто-то наложил какие-то санкции. Просто мы об этом не знаем. Вообще нам очень удобно, что никакой статистики нет от нашего Министерства энергетики, и мы общаемся с Блумбергами, Financial Times'ами, бог его знает с кем еще. Это удобно. Это, если что, наша дежурная шутка о том, что мы закрыли свою статистику экспортную. Теперь мы вынуждены узнавать нашу экспортную статистику из статей Bloomberg, из данных Международного энергетического агентства, из уважаемых авторов из Reuters. И, разумеется, Урсулу фон дер Ляйен не мешает иногда послушать, что, куда, как мы поставляем. Она-то расскажет. Нам точно нужно закрывать свою статистику, тем более, что графики публикуют. Я уж предлагаю не показывать графики, как изменились поставки нефти из России, Саудовской Аравии в Индию от других поставщиков. Там еще про объемные показатели есть, некие выкладки. Просто там видно, что мы увеличили, саудиты увеличили и так далее. И, кстати, давайте разберемся, а как там новости? Как там дела с новостями о снижении поставок российской нефти, о которых я напоминал? А то ведь звучали эти новости. Зимой звучали эти новости, а мы тут в этой студии говорили, ребята, в январе они особенно сильно падали. Не, в феврале тоже. Там в феврале было вообще чудовищное падение. Мы в этой студии говорили, ребят, сезонный товар, конечно, поставки сокращаются. А летом увеличится. Давайте проверим. Давайте цитату из последнего, что нам тут. The Indian Express. В июне Индия импортировала 2,8 миллиона баррелей российской нефти в сутки, что является самым высоким показателем с июля 2024 года и на 12,2% превышает показатели мая. В северном полушарии начался отпускной сезон. 12% роста. Это просто, это шок. Это шок, это невероятная вещь. Но оказывается, сезонный товар все еще сезонный товар. И летом его потребляют больше, чем зимой. Кто бы мог подумать? И если наши поставки до 1,5 миллиона баррелей падают
зимой, то они вот до 2 миллионов возрастают летом. Но это не мешает. Кстати, я вам вижу будущее. В следующие полгода и зимой в целом мы увидим с вами новости о том, что, смотрите, поставки российской нефти в Индию сокращаются, они падают уже такой-то месяц, а их наверняка будут замещать поставки из Соединенных Штатов, которые вот знаете, по синусоиде туда-сюда скачут, то увеличиваются, то падают, потому что они крайне непостоянные. Ну это ладно, это же никому не интересно. А почему они будут падать, наши поставки? А потому что не сезон будет. Но это ладно, это я вам не рассказывал, это будем считать, знаете, таким озарением. Ну и, собственно говоря... Я помню невероятная сенсация от Блумберга, что 1-2 января падает отгрузка из России. Это связано с тем, что никто не хочет работать с Россией. Никто. Про 3 января уже обычно не пишут. А 1-2 все отказались. Все. Ночь живых мертвецов, просто все встают. Такие, чем займемся? Давайте грузить нефть. Нет, мне в этом плане особенно нравится, как аккуратно каждую неделю тот же Bloomberg публикует, не сочтите за рекламу, но там публикует данные о том, сколько из какого порта вышло наших танкеров с нашей нефтью, куда они идут, как они идут. Мы уже сказали, что мы-то статистику закрыли, да, ее никто не знает. Вообще никто не знает. Ну, вот только Bloomberg заходишь и каждую неделю видишь, сколько танкеров ушло. И там выводы делаются. Смотрите, количество танкеров достигло минимальных значений за последние 4 недели. Это знак. Смотришь, да, было 28, стало 27 танкеров. Огромная разница, просто вообще невероятное что-то. Но каждую неделю есть повод для сенсации.